Всем привет! Всем доброго времени суток! Я приветствую вас на своем канале Радости и приятности своими руками. И сегодня я хочу сделать из-под коробки от Барни, новогодний наш подарок, хочу сделать для своей дочки Маруси блокнот. У нее скоро будет день рождения, и я хочу ей сделать такой подарок своими руками. Она у меня очень любит блокноты. Мы с ней уже, кстати, начали, самый первый блокнот мы сделали достаточно рано. Ей было года 3,5. Первый блокнотик мы с ней сделали. И сейчас я хочу сделать ей такой дневничок, для того, чтобы она записывала туда свои желания. Она учится как раз сейчас писать и уже сможет сама туда записывать свои мечты. Как я уже сказала, нам потребуется коробка из-под Барни. Но у вас может быть какая-нибудь другая похожая. Я решила, что мне она подойдет и по толщине, и по длине я могу сделать какую захочу. Также потребуется ткань для обтяжки, собственно говоря, вот этого картона. У меня вот такая красивая блестящая ткань. Кстати, по поводу нее Маруся тоже очень любит все блестящее. Я называю ее маленькая сорока. И решила ей сделать такой праздничный, красивый блокнот. Потом потребуется у меня вот такой вот фатин, такого сиреневого цвета, разного рода бусинки, бисер. Возможно, потребуется вот такая лента. Ну и нитки, и клей-пистолет. Начинаем с того, что нужно эту коробку в этом месте разрезать. Раскрываю ее. И сейчас буду отмерять необходимую длину своего блокнота. Я буду делать длину по ширине моей ткани. У меня ткань где-то 21,5 сантиметров. Соответственно, нужно будет оставить припуски на подгиб. Я буду где-то делать блокнот сантиметров 18. У меня будет он по длине. Думаю, что вот с этого края можно будет отмерить. Вот, отмеряю 18. Возьму розовый, 18 сантиметров. И надо будет определиться, какой блокнот я хочу по ширине сделать. Ну, думаю, что слишком широкий делать не буду. Пусть это будет такой небольшой компактный дневничок. Я думаю, что где-то сантиметров 14 будет достаточно. Очерчиваю сразу линию. Проверяю здесь, чтобы было ровненько. И отмеряю здесь 18. Проверяю 18. И отмеряю здесь 14. Все, теперь можно еще раз на всякий случай проверю. Да, 14. И теперь эти линии соединяю. Все. Одна сторона готова. Можно это сразу вырезать аккуратненько. Так. Теперь просто перекидываю на эту сторону. И обвожу. Никаких дополнительных измерений делать не надо.
Здесь просто немножко продолжу линию. Так вот, все. Можно вырезать. Нет, немножко ошиблась. Немножко ошиблась. Получается, что... Я немножко ошиблась там с расчетами. Забыла, что у меня здесь же будет корешок. И, соответственно, эта сторона получилась длиннее. То тогда сейчас мы должны это выровнять и отмерить нужную нам ширину. У нас 14 сантиметров должна быть ширина. Вот сейчас я ее отмеряю и лишнее отрезаем. Как раз это получилась ширина корешка. Вот теперь получилось все верно. Вот такая у нас заготовка получается. Поскольку здесь рисунок и ткань будет этот рисунок просвечивать, вот видно надписи, я выворачиваю на эту сторону заготовку и буду обклеивать именно вот эту белую сторону, для того, чтобы все было красиво и не видно было, что это коробка из-под барни. Сейчас необходимо отмерить нужную длину ткани с учетом на подгибы. Так вот можно это дело разложить. И просто отрезать. Лучше оставить на побольше подгиб, для того, чтобы все потом выглядело аккуратно и красиво. Лучше лишнее отрезать, чем будет не хватать. Все. Сейчас я беру клей ПВА и буду это все приклеивать на клей. Берем заготовку и начинаем промазывать белую сторону. Все. Теперь это нужно приложить и плотно прижать, чтобы ткань хорошо приклеилась к картону. Что получилось с этой стороны? Ну, по-моему, прекрасно. Хорошо разглаживаем. Теперь нужно наметить, вырезать сгибы здесь под корешок. Чтобы они лучше приклеились. И вот эти вырезать лишнее на уголках, обрезать. Так, промазываем теперь здесь эти места для того, чтобы приклеить припуски. Ну, хотя можно было, в принципе, корешок и не вырезать. Что-то я не подумала, что он же будет ровно идет
Здесь ровное место. Так, по-моему, я мало намазала. Да, мазать нужно побольше, чтобы все хорошенечко схватилось. И вот таким образом загибаем излишки ткани сюда на изнаночную сторону и приклеиваем. Так делаем по всему периметру. Пока заготовка сохнет, я продумаю, как я буду декорировать свой блокнот. Пришла мне мысль сделать сердце из картона. Сейчас я вырежу сначала из бумаги шаблон, а потом уже буду его переносить на картон. Ну, в каком-то произвольном порядке я на глаз вырезаю сердце. Смотрю, как получилось. Ну, наверное, немножко большевато. Сейчас я лишнее немножко подрежу. Вот такой, я думаю, будет нормально. Так, теперь нужно перенести его на картонку. То, что вот у меня осталось, я сейчас ее как раз использую. То, что осталось от коробки от Барни. Переносим сердце на картон. И вырезаем. Ну вот такое сердечко у меня получается. Так, теперь нужно продумать, как его задекорировать. Я вообще думала задекорировать его вот этим фатином. Может быть, даже в 2 слоя. Не знаю, правда, получится это или нет. Это у меня чистый экспромт. Но если я думаю, что делать по косой, то обтянуть можно. Сейчас я попробую его обтянуть. Надо, главное... хотя он и так... Но лучше, да, наверное, лучше по косой вот так вот обтягивать, чтобы он более принял форму сердца. Так. Или сделать, наверное, может быть, сначала один слой все-таки приклеить, а потом уже второй. Да, наверное, попробую все-таки так. Делать один сначала слой, а потом второй. Что у меня была задумка вот сюда насыпать шариков, бусинок вот таких вот.
чтобы они были по-моему, не очень удачная идея. Бусинами я убираю. Что-нибудь придумаю из них другое. А еще, кстати, у меня есть вот такие пайетки. Может быть, они будут лучше смотреться? Или им сверху украсить сердце? Вот как бы вы сделали? Напишите в комментариях. Будет очень интересно. Так, ну в любом случае я сейчас начинаю сердце обклеивать фатином. Изнаночную сторону обмазываю клеем пистолетом. Это надо делать все быстренько для того, чтобы клей не успел высох. И прикладываю к лицевой и в каком-то... Ой, приклеить пальцы. И в каком-то произвольном порядке я вот так вот, то есть вокруг сердца фатин укладываю. Это вообще чистый экспромт. Не знаю, что у меня получится в итоге, но очень надеюсь, что получится что-то здоровское. Так, лишнее я удалю. Надо везде поднатянуть, чтобы даже можно поверх клей наносить поверх фатина, потому что он в сеточку клей все равно так и так пропускает. Поэтому можно даже делать вот так. Поверх него наносить. И потом аккуратненько заглаживать. Вот так вот сюда. Уже когда немножко клей остыл, сразу так лучше не делать, потому что он очень горячий и можно обжечь пальцы. Лучше, когда он уже немножко подостыл, и уже тогда можно так более посильнее загладить. Сейчас еще здесь сделаю. Подожду, пока клей остынет. Ну, в общем, вот таким путем я обтянула картон первым слоем фатина. Так, ой, убежало мое сердце. Так, лишнее, я думаю, тоже это все сразу удалить, чтобы это не придавало лишнего объема. Лишнее все нужно срезать.
И вот это место поднатянуть. Вот так вот. Это место поднатянуть. Сейчас здесь немножко оторву. И поднатяну вот это место. Так. Здесь образовался небольшой пузырь, но я думаю, это ничего страшного, потому что у нас же будет еще несколько слоев. Поэтому можно на это не обращать внимания. Так. Следующий слой. Я вот подумала, может быть, вообще вот как-то вот так вот его задекорировать и приклеить как-то так. Как вы думаете? По-моему, так будет гораздо симпатичнее. Какими-то такими складочками. Какими-то складочками вот такими сделать. Уложить красивыми складочками, как раз можно вот это вот центральное место скрыть. Да, я думаю, что как-то так. Наверное, понадобятся портновские булавки для того, чтобы это все закрепить. Чтобы изначально это все держалось. А потом уже, когда буду приклеивать, уже можно будет это дело отколоть. Иначе не справится. Хотя достаточно скользкий материал. И в руках его держать не так-то просто. Ну вот, как-то, по-моему, очень даже хорошо получается. Очень симпатично. И осталась вот эта сторона. Так, здесь как-нибудь красиво уложу. Вот так вот. По-моему, получается очень стильно и классно. Я продолжаю обклеивать сердце. И все-таки решила сюда между слоями добавить вот этих вот красивых таких пайеток. Поскольку у меня, я такой делаю прям праздничный, такой волшебный блокнот-дневничок. Пусть он будет такой весь красивый, нарядный. Так, осталось обклеить совсем чуть-чуть. Сердце будет готово. Продолжаю наносить клей. Не забывая делать складочки. И обязательно сразу его клей нужно как бы разглаживать, чтобы он не был комком, потому что мы потом это сердце будем клеить еще на блокнот, чтобы оно слишком сильно не топорщилось. Так, одна сторона готова. И осталось
Доклеить с этой стороны. Так, все, с этим мы закончили. Теперь я думаю украсить корешок. Наверное, в тон к сердцу я задекорирую тоже его фатином. Отрезаем необходимую длину. Ну, я думаю, где-то так, наверное. Я думаю, что нужно будет тоже как-то в произвольной форме его сложить такими складочками. Как-то вот так вот. А вовнутрь я хочу поместить вот такую атласную ленточку. Она будет дополнять потом. Из нее я буду делать завязочки для блокнота и также такую закладку. Надо все это хорошенечко дело вот так вот размазать. И, соответственно, потом тоже так же пригладить. Так. Кстати, может быть, это можно будет сделать... нет, картон прилипает тоже. Ну, тогда выход один, ждать, пока клей более-менее остынет, и тогда уже можно его будет трогать спокойно пальцами. Он не будет прилипать, не будет обжигать. Ну вот. Теперь задача натянуть ленту, чтобы она была в натянутом виде, чтобы она потом не торчала. И красиво уложить фатин вокруг ленты и приклеить. Я перехожу к заключительной части оформления обложки. И сейчас я решила сердце дополнить вот таким бантиком в контраст вот ленте на корешке. Приклеить его сюда. Клею я его на клей-пистолет. Сюда на сердце. А для того, чтобы кончики у ленты потом не распустились, я их промажу немножко клеем ПВА. Буквально это можно сделать так, пальчиком, намочить клеем и вот так вот пройтись по кончику. Он потом высохнет, станет невидимым. И лента не распустится. Лишнее потом можно будет вот эти вот ворсинки, если что, аккуратненько обстричь. Также делаю со вторым.
Все, теперь можно не беспокоиться, что лента распустится и распушится. Не знаю, может быть, сюда на сердечко сделать такую пайетку. Или вот такая у меня есть бусинка. Бусинка убежала. Ладно, не буду. Так, теперь важно хорошо сердце проклеить, намазать, вернее, клеем, хорошо его приклеить, чтобы оно хорошо со всех сторон плотно прилегало к блокноту. Кульминационный момент. И я клею сердце. Я думаю, вот так ровно, да? Все. Теперь важно хорошенечко его прижать, чтобы он со всех сторон равномерно приклеилось. Даже можно вот так сделать. Ну вот, такая красота у нас получается. Все, сердце хорошо, крепко зафиксировано. Можем продолжить работу дальше. Так, теперь я хочу сделать закладочку. Закладочку я тоже буду декорировать пайетками. Сейчас я вот этот кончик приклею на эту сторону. Это будет у нас низ закладки. Ну вот так вот. Без закладки. Так, и теперь также на горячий клей я приклеиваю пайетки. Ну, вот, думаю, где-нибудь на таком расстоянии я буду их поштучно клеить. Вот как-то так. Как-то так. Ну вот, закладку будущую я оформила пайетками, приклеила их на горячий клей. Теперь нужно саму закладку приклеить к обложке. Надо мне понять, хочу ли я, чтобы закладка торчала немножко, либо же нет. Я думаю, да, что пусть она немножко торчит, будет подлиннее, чем сам блокнотик. Тогда я должна где-то примерно вот так ее приклеить. Лишнее сейчас отрежу. Намазываю клей и приклею в том месте, где она у меня будет. Ну вот я думаю, что где-нибудь здесь. Так вот. Вот так вот она будет. Вот так вот будет торчать немножко. Так. Таким же образом нужно поступить, приклеить наши будущие завязочки в блокнота. Тоже сейчас сразу наметить место, где они будут. Вот я уже подготовила 2 ленточки одинакового размера. И надо мне
понять, на какое место их клеить. Ну, я думаю, что где-нибудь вот здесь посередине будет. Также намазываю клеем тесемочку и приклеиваю. Вторая завязка. И 2. Главное приклеить их на одном и том же уровне. Не промахнуться. Вот так. Смотрю, да, на одном уровне. Все это я сделала. Теперь надо понять, какую оставлять длину для завязывания. И лишнее, может быть, отрезать, а кончики зафиксировать клеем, как я это делаю здесь на банте. Да, наверное, чуть-чуть я отрежу все-таки лишнее. Сделаю такие вот скошенные кончики. Так. Также их фиксирую клеем ПВА, чтобы они не распушились и тесьма не поползла. Вот такой блокнот у нас получается. Он пока без внутренностей. Сейчас мы перейдем к следующему этапу.